Я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать фалафель. Фалафель – это котлетки из нут. Мы предварительно замочили нут в воде. Он пролежал у нас сутки. Мы пользуемся мелким нутом, потому что мелкий нут он более плотный и меньше пьет воды. Не будет сильно водянистый наш фарш для наших котлет из нут. Мы взяли вот сам нут. Видите, мелкий нут. Промыли хорошо его, замочили. Здесь лук, чеснок, кинза. По специям у нас кумин или зира, соль, черный перец, кориандр, кунжут, сода. Ну и сам блендер, где мы будем перебивать не пастой, чтобы чувствовались мелкая фракция, чтобы чувствовались мелкие кусочки нута. Крошка, чтобы чувствовалась, но не паста. Ну, начнем. Давайте начнем процесс. Возьмем нут без водички, сыпем в блендер, чашу блендера. Сразу же мы отправим сразу небольшую луковицу, отправим чесночок, кинза, обязательно кинза. Ну, все. Давайте будем перекручивать все. Перекрутим между собой мелкую фракцию. Если будете немножко пульсировать, так верхний хумус будет опускаться вниз. Вначале пульсируйте, пожалуйста, вот так, пульсами. Оно будет все идти вниз. Видите? Вот так красиво он будет перед вас. Так пульсировать. Ну и если надо, можно добавить немножко воды. Добавьте вначале грамм 50 миллилитров 50 воды. Чтобы помочь нашему блендеру, чтобы ему было легче, давайте добавим водичку. Вначале добавим 50 миллилитров воды. Ну и возьмем ложечку и все это опустим вниз. Запах, конечно, стоит уже кориандр, лука, чесночка и кинзы обалденный. Вот мы добавили 50 мл водички. Давайте еще мы раз попробуем взбить. Процесс проходит отлично. Вверх перемещается ближе к низу. Мы сейчас добавим еще 50 мл водички. Нет. Водички больше добавлять не будем, просто опустим то, что поднялось вверх, опустим вниз, чтобы тоже хорошо перекрутилось. Воду больше добавлять не будем. Отлично. Отлично получилось, ребята. Отлично. Фарш у нас получается обалденный. Да, кстати, муку никогда не добавляйте в фалафель. У нас в нуте достаточно крахмала. Нут не вареный,
Это уже какие-то котлеты получится интересно, если вы добавите в этот фарш муку. Ни в коем случае. Посмотрите, какой у нас получился шикарнейший фарш. Посмотрите. Отлично. Жалко, как всегда я говорю, мы не можем передать запах. Конечно, обалденный. Смотрите, значит, берем сейчас наши специи. Так. Обязательно соду, чтобы они у нас были пышные. Обязательно. Ближний Восток. Это блюдо, кстати, пришло из Ближнего Востока, фалафель. Без кунжута просто не представляется. И без кинзы, без кориандра. Все. Теперь все вместе мы перемешаем, а потом попробуем на соль. Потому что специй достаточно. Возьмем посуду, где мы замачивали нут, перекинем фарш сюда. Вот такой красивый фарш у нас получился. Ребят, вот такой вот красивый фарш у нас получился. Видите, какой красивый фарш? Давайте мы его сейчас хорошо перемешаем еще. И пока фарш будет в холодильнике у нас минут 30, пока все специи подружатся между собой, тем временем мы сделаем хороший соус для нашего фалафеля. Ну вот, ребята, а для того, чтобы наш фалафель был еще вкуснее, мы сделаем соус для фалафеля тхина, который очень вкусно подходит не только к фалафелю, но и к салатам, к зелени, к мясу подходит, ко всему. Я вам покажу, как мы ее делаем. Значит, берем кунжутную пасту. Обязательно перед тем, как вы будете употреблять ее, перемешайте хорошо ее, потому что здесь паста сама внизу, а масло и вода, жидкость наверху. Хорошо перемешайте до однородной массы. Вот. Видите, как оно все здесь сложно. Вот на дне, как пластилин. Видите? Вот это кунжутная паста. Значит, что мы делаем? Мы берем на такое количество фалафеля, как мы сделали, нам много не надо пасты тхины. Ее можно делать каждый день свежую. Ну, в принципе, ее можно 2-3 дня держать в холодильнике. Давайте мы возьмем даже 3 ложки тхины самой пасты. Видите, какая она густая? Это 2. И вот это 3. Видите, какая паста густая? Так. Паста настолько густая, что нам понадобится помощь ножичка нашего снять ее с ложки. Видите, какая она густая? Значит так, мы взяли 3 ложки пасты. Здесь у меня зеленушка, здесь находится ложка кинзы и немножко петрушки. Давайте мы бросим сюда немножечко петрушки. Значит, здесь 3 ложки лимонного сока, свежевыжатого. Соль.
по вкусу. Значит, на 3 ложки, давайте начнем, дадим пока 50 миллилитров холодной воды. Вот так. Такое количество кунжутной пасты достаточно одного зубчика чеснока, чтобы он не был доминантный, чтобы мы чувствовали все специи, которые находятся в пасте, уже в тхине, и плюс, чтобы чувствовали сам фалафель или тот продукт, с чем вы будете употреблять тхину. И обязательно оливковое масло. На 3 ложки тхины можно дать ложку столовую хорошего подсолнечного масла. Это масло классное, домашнее, привезенное из деревни. Пахнет обалденно. Именно оно пахнет зелеными оливками. Запах обалденный, ребята. Даже цвет, посмотрите, какой. Это свежее, это выжато в этом году. Ну, приготовим наш погружной блендер. И потихонечку пульсами будем начинать пульсировать. Именно пульсировать. Вы сейчас увидите, как тхина будет приобретать белый цвет. Ребята, тхина должна быть по консистенции питьевого йогурта. Она не должна быть густой. Если вы любите густую, значит 50 мл на 3 ложки достаточно воды. Если вы хотите, чтобы она была более жидкая, как питьевой йогурт, добавьте еще миллилитров 20 воды. Вот так. И опять же взбейте погружным блендером. Давайте возьмем чистую ложечку и попробуем лимончик на своем месте. Ой. Слушайте, хорошую пропорцию, чтобы сделать тхину. Это соус. Тхина. Что такое тхина? Это соус с кунжутной пастой, в который добавляется чеснок, зелень, специи по вкусу. 3 ложки кунжутной пасты, 3 ложки лимонного сока, свежевыжатого. Значит, щепотки 2 петрушки, соль по вкусу и обязательно ложку столовую, чуть-чуть больше, можно дать, не можно, а нужно дать оливкового масла. И 70 грамм воды, холодной воды. Все это взбить в миксере. Сейчас это все перелью в бутылку и будем заниматься нашим фалафелем. Ну вот, ребята, мы перелили тхину. Сейчас поставим ее в холодильник. Получилось обалденно вкусное. Обалденное. Хоть как в той сказке. Хотите верьте, хотите нет, но дело было так. И всегда сказка заканчивалась хорошо. Так и здесь очень вкусно. Вы сделаете такой рецепт, вам очень понравится. Честное слово. Я уже не знаю, как разговаривать. И вроде бы смотрит много людей, но никто никаких комментариев не пишет. Неужели так все понятно? Ну, если понятно, я рад. Продолжайте в том же духе. И еще, ребята, важный момент. Они должны не гореть, они должны жариться. Для того, чтобы они прожарились внутри тоже. Легкая корочка хрустящая, а внутри они должны быть мягкие, но не сырые. Поэтому не жарьте на большом огне. Огонь должен быть средний. Ну, раньше можно подогреть масло. Градусов 150-160. Потом на средний огонь и жарить ваш фалафель до золотистого цвета.
до появления шикарной хрустящей корочки. А поможет нам сегодня делать фалафель, формировать фалафель вот такая вот штучка для фалафеля. То есть заполняется сюда фалафель, отпускается, и оно падает. Вот так. Вы все это увидите. И руками можно крутить, как тефтельки. Только сильно не прижимайте, чтобы они не были плотные, чтобы они не были взбитые, а они воздушные. Ну, поехали. Значит, так, как я вам говорил. Опускаем пружинку, берем ложечку и вот так раз. О. И опускаем горячее масло. Опять берем ложечку, вот так раз. И опускаем в горячее масло. И так весь остальной фалафель. Ребята, кстати, наша красота подрумянилась уже. Видите, какая красота? Ребят, их делать очень легко. Главное, в фарш не давайте муки. Ни в коем случае вы испортите фалафель. Берете, у кого есть такая формочка для формирования фалафеля, хорошо. У кого нет, руками. Намочите руки и делайте шарики. Что я делаю? Вот раз. Все. Вот готов. Один готов. Второй. Раз. Готов. Ушел. Ну и перед тем, как вы будете... Вот такая красота у нас уже с вами получается. Хрустящий. Я просто взял на пробу первую партию. Послушайте, как она хрустит. И вот я кушаю его. Вот это настоящий фалафель. Посмотрите внутри. Легкая корочка. А внутри он не сырой. Кстати, ребята, очень рекомендую вам, как шумовка это, наверное, или что это, силиконовая. На упаковке было написано до 250 градусов. Это можно заказать, и она очень удобная. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Наши шарики какие красивые, посмотрите. Как они дышат, видите? Еще чуть-чуть, и они будут готовы. Ребята, как их легко лепить. Вот, пустили, взяли, раз, два, и все. И тут же опускаете вниз. Опять взяли, опять. Посмотрите, как все. Все очень просто. И опускаете вниз.
Ну вот, мы перевернули фалафель на другую сторону. Эта сторона, кстати, какая красивая. Зажаренная и хрустящая. Ну вот, ребята, фалафель готов. Можем формировать блюдо. И я покажу вам, как его едят у нас на Ближнем Востоке. Вот, ребята, вот такая красота у нас получилась. Фалафель, пита, аджика и тхина. Сейчас будем пробовать. Приятного аппетита. Вот такая красота у нас получилась. Ну вот, ребят, посмотрите, какие шарики фалафеля у нас получились. Хрустящие, нежные, очень вкусные. Посмотрите, как они хрустят. Посмотрите, какая красивая корочка сверху. Хрустящая, нежная. А внутри готовое все. Вы слышите этот нежный хруст? А давайте мы это все зачерпнем тхиной и попробуем с тхиной. Обалденный вкус. А у нас на улице едят фалафель так. Берут питу. В питу мажут хумус. Кстати, хумус сделан тоже из нута. На хумус надо брать крупный нут, на фалафель мелкий нут. Потому что крупный очень много берет в себя жидкости, он более водянистый. Вымазывается пита внутри. Видите? Ложится помидорчик, огурчик, питка. Наша какая красивая. И фалафель. Вот так. И все это прижимается вот так, чтобы было удобно. Ну, конечно, фалафеля больше ложит. И все это поливает сверху тхиной. Обалденно. Давайте его сейчас укусим. Ребята, это очень вкусно. Повторите этот рецепт, он не сложный. Только много кунжута не ложите. Этого достаточно, что кунжут перебьет вкус фалафеля. Получился настоящий ближневосточный фалафель. Обалденный, вкусный. Тхина наша, аджика. Очень вкусно. Всем мира, добра. Благодарю подписчиков своих, которые подписываются на мой канал. И тех, кто пользуется моими рецептами. Я думаю, что это очень вкусно. Я не думаю, я знаю, что это очень вкусно. И оставляйте, пожалуйста, комментарии. Всего доброго, счастья, мира вам и добра.